Тэкук прекрасен, и то, что их связывает, кажется подарком, который приходит именно тогда, когда он нужен. Это не просто особенный момент, это чувство целостности, которое витает в воздухе и в наших сердцах. Связь между Тэхёном и Чингуком ощутима каждую минуту, в том, как они смотрят друг на друга, как слушают друг друга и какое спокойствие излучают, когда находятся вместе. Многие сомневаются в них, когда они не так заметны, когда графики, обязательства и расстояние, кажется, разделяют их. Однако время доказало, что то, что их объединяет, остается неизменным. Сегодня связь между Тэхёном и Чингуком кажется сильнее, глубже и надежнее. Недавняя прямая трансляция тому подтверждение. Их естественный флирт, нежные голоса, общий смех и небольшие жесты, которые понимают только они, делают все это интимным и настоящим. В этом пространстве даже Джин становится частью момента с радостной точки зрения, словно наблюдая за динамикой, которую он уже хорошо знает. Энергия, излучаемая ими, настолько ощутима, что порой кажется, будто мы наблюдаем за обычной ночью из жизни Тэкука, одной из тех ночей, когда все идет гладко. То, как Тэхён не раз упоминает, что будет спать рядом с Чингуком, передает доверие, близость и взаимопонимание. Это не просто слова, сказанные между собой, а с легкостью, словно речь идет о своем укромном месте. Когда Джин шутит о том, чтобы спать вместе, реакция мгновенная. Ни один из них не соглашается, и этого достаточно, чтобы сказать без преувеличения. Фразы вроде «твоя кровать», «моя кровать», «твой дом», «мой дом» передают ясное послание. Они разделяют не только публичные моменты, они разделяют пространство, распорядок дня и жизнь, которая кажется общим опытом. Именно эта непосредственность больше всего находит отклик у их поклонников, потому что дело не в громких заявлениях, а в повседневных жестах. Видеть их такими, счастливыми, расслабленными и такими близкими, вызывает эмоции, которые трудно описать. Здесь царит радость, спокойствие и ощущение подлинности. Для тех, кто терпеливо ждал, этого соединения невероятно особенное. Оно кажется наградой за их непоколебимую привязанность, за доверие, которое они сохраняли даже в молчании. Тэкук возвращается с той же самой сущностью, что и всегда, но с ощутимой зрелостью. В обстановке, где так много кажется фальшивым или пустым, Тэхён и Чингук показывают другую сторону любви, любовь, построенную на времени, уважении и верности. Им не нужно ничего доказывать грандиозными речами. Их любовь очевидна в деталях, в том, как они заботятся друг о друге, и в том, как они снова и снова выбирают друг друга. Спасибо, Тэкук, за то, что ты есть, и за то, что делишься этим особенным светом. Ваши отношения вдохновляют, утешают и напоминают нам, что настоящая любовь существует даже в самых простых жестах. Мы всегда будем с тобой, будем поддерживать тебя и радоваться каждому шагу, который вы делаете вместе. Недавняя прямая трансляция Тэхёна и Чингука оставила во мне глубокое чувство, которое сохраняется даже после того, как экран погас. Дело не только в том, что я увидел их вместе, но и во всем том, что они передают, находясь в одном пространстве с таким спокойствием. С самого начала Тэхён казался расслабленным, спокойным и связанным друг с другом, словно два человека, которые понимают друг друга без усилий. Их выражения лиц были искренними, улыбки мягкими, а взгляды наполненными такой близостью, которая не нуждается в объяснении. Чингук смотрел на Тэхёна с непоколебимым вниманием. В его глазах отражались искренняя забота, интерес и нежность. Тэхён ни на что не отвлекался, когда говорил или двигался. Вместо этого Чингук, казалось, естественно следовал за каждым его движением, словно наслаждаясь присутствием любимого человека. Тэхён отвечал на это внимание спокойной улыбкой, открытым, сияющим выражением лица, излучающим уверенность и благополучие. Он явно чувствовал себя в месте, где мог быть самим собой. За прошедшие годы отношения Тэхёна и Чингука не утратили своего блеска. Напротив, они стали крепче, глубже и надежнее. Они по-прежнему смотрят друг другу в глаза с той особой искрой, которая возникает, когда два человека разделяют историю, воспоминания и взросление.
Флирт между ними очевиден в простых жестах, нежных тонах голоса и многозначительных взглядах. Им не нужно ничего преувеличивать, потому что близость уже есть, она очевидна и постоянна. В какой-то момент во время прямой трансляции все остальное словно отходит на второй план. Камера, окружающая обстановка и люди вокруг становятся незначительными по сравнению с тем маленьким миром, который создают Тэхён и Чингук, когда они вместе. Атмосфера интимная, спокойная и невероятно искренняя. Зрители чувствуют, что становятся свидетелями чего-то настоящего, связи, которая не должна была быть видна, но просто существует. Взаимное внимание проявляется в каждой детали, прикосновение Тэхёна к руке Чингука, то, как они не торопятся, нежные жесты, отражающие заботу и благодарность. Чингук спокойно принимает эту привязанность, как человек, чувствующий себя в безопасности и ценящийся. Все происходит естественно, демонстрируя доверие, искреннюю привязанность и отношения, построенные на уважении. Их голоса также вносят большой вклад в эту атмосферу. Их спокойные интонации, тихий смех и интимная манера общения усиливают чувство любви. Они не пытаются выделиться или привлечь внимание, они просто разделяют момент. Такой способ общения передает глубокую близость, связь, взращиваемую как словами, так и молчанием. Любовь, которую чувствуют Тэхён и Чингук, очевидна и постоянна. Она не ограничивается одним жестом, а проявляется во многих мелких деталях, которые вместе образуют нечто невероятно сильное. Их язык привязанности разнообразен, полон нюансов и красок. Ясно, что они заботятся друг о друге, поддерживают друг друга и искренне наслаждаются временем, проведенным вместе. Эта энергия ощущается и передается каждому, кто наблюдает за ними. Тэкук представляет собой историю, которая продолжает развиваться с течением времени. Отношения, отмеченные близостью, пониманием и крепкой связью. Видя их такими, мы понимаем, что любовь может быть тихой, присутствующей и глубокой, без необходимости в грандиозном шоу. И это чувство остается, оставляя теплое впечатление, которое сохраняется даже после окончания живого выступления. За эти годы многие, кто внимательно следил за историей Тэхёна и Чингука, почувствовали нечто большее, чем простое совпадение. Это постоянное, спокойное и непоколебимое чувство, очевидное в том, как они смотрят друг на друга, когда думают, что никто не смотрит, как они ищут друг друга в глазах, даже когда их окружают люди, и в спонтанных, необдуманных жестах. Между ними есть естественность, которая сохраняется и не меняется в зависимости от места или момента. Близость не угасает и не пытается скрыться, она просто течет. Связь между Тэхёном и Чингуком построена на маленьких, но значимых деталях. Для того, чтобы связь между ними была очевидна, не обязательно нужна грандиозная обстановка. Достаточно просто понаблюдать за тем, как они располагаются рядом, как уверенно приближаются друг к другу их тело или как простые улыбки, которыми они обмениваются, говорят о многом. Это своего рода привязанность, которая выражается постоянно, без объяснений, и которая передает чувство спокойствия и безопасности. Между ними существует взаимная забота. Это очевидно в том, как они поддерживают друг друга, когда устали, как они заботятся друг о друге, даже когда все вокруг, кажется, движется быстро. Тэхён находит в Чингуке место, где он может быть самим собой, со своим молчанием и чувствительностью, в то время как Чингук, кажется, чувствует себя защищенным и понятым, когда находится рядом с Тэхёном. Эта динамика создает особый баланс, который только укрепляется со временем. Их связь возникает не из одного мгновения, а из общей истории, которая разворачивается день за днем. Каждый жест добавляет смысла, каждый взгляд подкрепляет то, что уже есть. Есть чувство единения, есть доверие и эмоциональная связь, которая остается сильной.